Всем известна судьба ацтеков. К ним приплыли жадные до золота испанцы и уничтожили их цивилизацию, имея совсем скромные силы. Однако, во время экспедиции испанцев был момент, когда они не только понесли серьезное поражение от ацтеков, но и могли быть полностью уничтожены. И возникает разумный вопрос, что это был за момент? Итак, в 1519 году в Мексике высадился небольшой испанский отряд во главе с капитаном Эрнаном Кортесом. Покорив тласкаланцев и тотанаков, испанцы без боя вошли в столицу ацтеков – Теночтитлан. Они завоевали доверие местного правителя Монтесумы II, а затем взяли его в заложники, став хозяевами города. В мае 1520 года по приказу губернатора Кубы Диего Веласкеса в Мексику прибыло испанское войско во главе с Панфило де Нарваесом с целью арестовать Кортеса и его спутников за неповиновение. Когда до него дошли новости об этом, он покинул ацтекскую столицу, оставив за главного своего протеже Педро де Альварадо. Кортес победил и пленил Нарваеса, а его уцелевших солдат принял в свой отряд. Вернувшись в Теночтитлан в конце июня, он пришел в ужас. Оказалось, что Альварадо устроил резню ацтеков во время религиозной церемонии, и те, мягко говоря, больше не были дружелюбны к испанцам. Ситуацию усугубила гибель Монтесумы 29 числа. Она означала, что у испанцев больше не было защиты от ацтекского гнева. 30 июня их капитан попытался договориться с недовольными, но те отказались от диалога, и тогда, лишившись всякой надежды, он принял решение оставить Теночтитлан под покровом ночи. План побега испанцев состоял в переправе через реку по временным мостам. При этом они надеялись не только спастись, но и вывести как можно больше золота. Однако, это было как раз то, что было нужно ацтекским главнокомандующим Куитлауаку, брату Монтесумы и новому правителю ацтеков, а также его кузену Куаутемоку. Отступающие испанцы и союзные им индейцы стали легкими мишенями для ацтекских дротиков. Внезапная атака посеяла панику в их рядах. Мосты перевернулись, а переправу через реку смогли осилить далеко не все. Кого-то убили в процессе, кто-то не умел плавать, а кто-то нес слишком много золота. В итоге река была усеяна трупами. Кортесу и Альварадо удалось спастись, а их отряд понес серьезные потери. Они лишились около 900 испанцев и 1300 союзных индейцев. Из них погибла только половина, а остальные были взяты в плен и преподнесены ацтеками в качестве дара богу солнца. Отступление испанцев вошло в историю как ночь печали. 6 июля ацтеки могли добить испанцев в битве при Атумбе, но плохая дисциплина и тактические просчеты привели их к полному провалу. Испанцы смогли отступить к Веракрусу и восстановить силы. Куитлауак вскоре заболел оспой и скоропостижно скончался, а Куаутемок, ставший его преемником, не смог долго сопротивляться испанским завоевателям. Уже в 1521 году Ацтекская империя была уничтожена. На этом все. Если вам понравилось видео, то не забудьте поставить ему лайк и подписаться на канал. А если вы хотите помочь развитию канала, то загляните на наш Patreon. Сим победиши! Кстати, Ночь печали смогли пережить почти все ветераны Кортеса, поскольку они не стали брать с собой много золота, опасаясь возможных неприятностей.